Всем привет! Пару месяцев назад на нашем канале был обзор про 330 модель, а теперь новинка PL320. Если по дизайну напоминает PL330, по функционалу, мне кажется, все-таки это обновление и альтернатива для 310 модели. И данный цвет также смотрится гораздо интереснее. В этом видеоролике также сможем увидеть разницу с таким значительно дороже радиоприемником. Сейчас обо всем подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. В комплекте поставки яркая фирменная упаковка, которую и не стыдно преподнести в качестве подарка. В комплекте есть руководство пользователя, к сожалению, только на одном китайском языке, хотя по основным техническим параметрам, думаю, разобраться не составляет большого труда. А здесь можем увидеть и габариты радиоприемника. USB-провод для зарядки современного стандарта USB Type-C. И длина такого провода чуть более половины метра. Есть еще такие наушники неплохого качества. Нет никакого смысла сравнивать с дорогими и тем более с мониторами. Ну и с виду хоть и простые, зато заводское качество, и радует сам факт их наличия. Чехол, сумка для удобства хранения и транспортировки. С виду сделано из такого приятного на ощупь материала и качественные швы, но и изнутри что-то похожее на резиновое покрытие. И с виду вроде как все смотрится долговечно. Внешнее качество материалов и качество изготовления смотрится значительно лучше 310 модели. Но дисплей точно такой же, как на более старшей модели 330. Основные отличия от старшей модели – это отсутствие возможности работы в однополосной модуляции с переходом на боковую, верхнюю или нижнюю полосу. И для тех, кто не очень сильно разбирается в технике, с таким радиоприемником получится гораздо быстрее подружиться. И еще одно отличие от 330 – вместо острых углов здесь такой плавный переход. Больше какие-то изменения здесь не вижу. На 330 модели у многих пользователей появились жалобы о отсутствии опорной ножки. Производитель услышал данную проблему, хотя смотрится все это достаточно хлипко. Но функцию, как видим, опорная ножка выполняет, и угол наклона здесь мне даже больше нравится, чем на старых моделях. Размеры тоже отличаются. Новая модель чуть компактнее. На обратной стороне видим есть перфорация, и отсек для элементов питания вмещает аккумулятор стандарта BL5C. Аккумулятор, конечно, лучше бы ставили стандарт 18650, а лучше две штуки сразу. Но поскольку у этих приемников очень высокая энергоэффективность, низкий ток потребления, который проверим далее в ролике, и несмотря на скромный размер и емкость, аккумулятора хватает на прилично длительное время работы. Еще одна ценная функция этих приемников: при извлечении аккумулятора, видим, приемник продолжает работу за счет внутренней накопительной энергии, и что очень важно, при замене аккумулятора сохраняется время и настройки. Телескопическая антенна имеет достаточно тугой ход перемещения, и длина составляет 43 сантиметров. Регуляторы громкости и перемещения частоты теперь в сравнении с старыми приемниками имеют довольно легкое вращение,
но несмотря на это, регуляторы имеют ощутимый шаг перемещения. Сбоку можем видеть разъем стандарта mini-jack 3,5 мм для подключения внешней антенны и радиостанции с низким уровнем сигнала. Таким способом удается значительно повысить качество приема. Разъем по центру снова mini-jack 3,5 мм, и это для подключения наушников, которые также с успехом можно использовать в качестве линейного выхода, то есть для подключения мощных акустических систем к усилителям мощности для создания масштабной музыкальной сцены. И крайний разъем – вход для питания постоянным напряжением в 5 вольт, хотя питание здесь реализовано интересным образом. При подключении к внешнему источнику видим, нет никакой реакции тока, но приемник, как видим, включается и отлично работают функции, так что приемником можно пользоваться и при отсутствии элементов питания. И темляк здесь, как видим, неразъемный. И для устойчивой фиксации на плоскости снизу можем видеть, выступают вот такие ножки. По диапазонам хочется отметить максимально возможный охват частот для каждого из режимов. На выключенном приемнике основная информация на дисплее – это текущие часы в центре, наверху это время срабатывания будильника и слева индикатор состояния заряда. На выключенном приемнике также можно вносить некоторые изменения в настройки. С помощью данной кнопки, удерживая нажатой, можно расширить охват частотного диапазона и таким образом выбрать частоту, с которого будет начинаться FM диапазон. Вторая кнопка, снова удерживая нажатой, видим, появляется возможность включать-выключать диапазон для приема средних волн. И третья кнопка, снова удерживая нажатой, позволяет переключать европейский шаг 9 кГц, либо удерживая нажатой снова переключаемся в американский стандарт шагом в 10 кГц. На кнопке 0 есть еще одна совмещенная функция, и если не ошибаюсь, это возможность автоматически упорядочить список каналов в случае, если радиостанции были сохранены разбросанным образом. Таким образом, приемник приводит в порядок в хранилище порядковую очередь ячеек памяти. Первая кнопка на приемнике, удерживая нажатой, видим, появляется возможность настроить часы, и с помощью данных регуляторов можем выбирать минуты и настраивать часы. И чтобы сохранить результат, снова нажимаем данную кнопку. И как видим, теперь приемник показывает точное время. Рядом расположены еще две кнопки включения будильника. Также, удерживая нажатой, переходим в раздел настроек и точно так же можем регулировать часы и минуты. И чтобы сохранить результат, снова нажимаем на данную кнопку. И таким образом установили время срабатывания будильника. Вторая кнопка таким же образом настраивается и устанавливается время второго будильника. И для включения будильника достаточно короткого нажатия, и в зависимости от того, какой выбирать, появляется свой значок на дисплее. Для включения радиоприемника достаточно короткого нажатия данной кнопки, и точно таким же образом можно отключить. И выключение радиоприемника происходит с таким плавным затуханием звука. Такая мера не остановит тех, кто захочет использовать дроны нелегально. Есть и еще один способ включения. Для этого удерживаем нажатой кнопку
и начинают мигать цифры, то есть предлагает приемник установить время срабатывания автоматического отключения радиоприемника, и задавать можем от 1 минуты максимум до 120 минут. И на включенном данном режиме на дисплее появляется вот такой значок в виде импровизированного человека перед сном в кровати, и спустя 2 часа приемник автоматически отключается. Как видно, приемник работает без подсветки жидкокристаллического дисплея. Достаточно нажать любую кнопку или крутить регуляторы, то видим, включается дисплей, и спустя незначительное время автоматически гаснет для экономии заряда элементов питания. Но для тех, кому хочется задействовать постоянную подсветку, удерживаем нажатой данную кнопку и видим, включается такая функция, и теперь подсветка будет гореть бесконечно долго, вплоть до полного опустошения элементов питания. Да, и сама подсветка здесь стала значительно лучше, как видим, равномерная по всему дисплею. Устранили проблемы старых моделей, убрали вот такую паразитную засветку, и теперь подсветка смотрится гораздо лучше. В правом углу можем видеть индикацию уровня сигнала в децибелах, который также можно поменять с помощью кнопки дисплей, в котором доступны и текущее время, либо время срабатывания будильника, или же время срабатывания второго будильника. Основная строка частоты мне больше нравится на старом приемнике, поскольку шрифт более жирный и лучшим образом информативно выделяется на общем фоне. С помощью верхнего регулятора волкодера можно перемещаться по частотному диапазону, производить, так скажем, ручной поиск каналов. Шаг переключения здесь 100 кГц, и при желании перейти на более точную настройку, то с помощью кнопки Step видим, на цифре появляется вот такая стрелка, и теперь, как видим, можем спокойно листать с шагом в 10 кГц. То есть в условиях плохого приема, низкого уровня сигнала можно более точно настраивать частоту. Для тех, кому нравится быстро по памяти переключаться на станции, здесь отлично реализована и работа с клавиатурой. Достаточно быстро ввести номер и нажимаем кнопку для перехода. Как видим, все достаточно быстро и просто. Проверил и количество тока, который залезает в аккумулятор. При подключении провода на дисплее появляется включение функции зарядки, мигает соответствующая функция, ну и индикатор отражает ход заливки заряда емкости. Начальный ток зарядки составляет 710 мА. Спустя 2 часа этот ток падает уже до 120 мА. И теперь за 3 часа можем видеть залито более 1000 мА емкости тока, то есть это даже чуть больше, чем указано на самом элементе питания. Чтобы увидеть версию прошивки на выключенном радиоприемнике, удерживаем нажатой данную кнопку, и как можем видеть, появляется значение 3202. Будет полезно, если в комментариях напишите версию вашего приемника прошивки. Серый цвет корпуса радиоприемника видим дополнительно покрыто матовым лакокрасочным слоем, и на уязвимых местах, если будет сползать краска, то это будет не так страшно, поскольку выглядывать будет не черный цвет. Верхние две кнопки. Первые — это переключение на средние волны. Справа — это возможность выбрать FM диапазон. И для перехода на прием режим SV диапазона нажимаем любую из двух кнопок, вправо или влево. Также с помощью этих кнопок для столь большого охвата частотного диапазона можно быстро перемещаться. И в зависимости от длины волны в метрах, которые указаны здесь, то есть диапазон коротких волн разбит на удобные поддиапазоны частоты. Размеры и количество кнопок все как на 330 модели. Кнопки пластиковые, есть такой характерный отклик при нажатии.
Еще одна очень интересная функция — фаворит. К примеру, если у вас есть такая станция, которая нравится больше всех, и для того, чтобы сделать такую радиостанцию фаворитом, выбираем сперва частоту и удерживаем нажатой данную кнопку. Таким образом создаем отборную единственную радиостанцию, которую слушаем чаще всего, и для того, чтобы вернуться с любой частоты, достаточно кликать данную кнопку «Фаворит». И как видим, с любой частоты можно быстро перемещаться на основной единственный выбранный радиоканал. Данная функция «Фаворит» является системно привязанной к радиоприемнику. Сохранять единственную станцию можно на любом частотном диапазоне, не в каждом частотном диапазоне. К примеру, если фаворит выбран на средних или длинных волнах, и теперь, находясь уже совсем в другом частотном диапазоне, приемник автоматически возвращается на тот частотный диапазон, в котором сохранили отборную радиостанцию. Функция очень полезная, и еще бы пару таких кнопок для быстрого переключения. Помимо отличной янтарной подсветки дисплея, хочется также отметить отличные углы обзора практически под прямой угол. Это значительно лучше, чем модели 310. Больше всего радует и совсем незначительный угол перехода контраста, так сказать, проблема самой технологии создания монохромных жидкокристаллических дисплеев, но, как видим, реализовано все лучшим образом. Удерживая нажатую кнопку «Дисплей», появляется вот такой замок, и теперь радиоприемник защищен от случайного нажатия кнопок. Не реагирует даже кнопка включения-выключения. Таким образом, данная функция защищает приемник от случайного переключения в сумке, в кармане и так далее. И для выхода из данного режима снова удерживаем нажатой данную кнопку. Эта функция работает и на выключенном приемнике, и таким образом уже защищает от случайного включения. Теперь слушать FM-диапазон. В приемнике есть также функция автоматического сканирования каналов. Для этого удерживаем нажатой данную FM кнопку. И как видно на дисплее, пошел процесс поиска с присвоением для каждой радиостанции порядковый номер ячейки памяти в хранилище устройства. Похоже, приемник настроен таким образом, чтобы при автоматическом поиске сохранялись исключительно станции с хорошим качеством уровня сигнала, поэтому количество каналов отражается значительно меньше, чем на самом деле можно было бы поймать. И теперь с помощью валкодера вместо ручного перемещения по частотному диапазону уже можем переключаться между ячейками памяти, то есть вращением валкодера перемещаться между радиостанциями. Это значительно удобнее, чем перелистывать каждую частоту. Ну а для тех, кому все равно потребуется ручной поиск, есть вот такие две кнопки. Первая — это то, что уже видели, переключение между ячейками, между радиостанциями. И вторая кнопка — работа с частотой, то есть обычный режим ручного поиска, Memory и Frequency, каждая кнопка для соответствующей задачи. Далее смотрим работу функции Easy Tuning Mode. Это специальная функция, которая позволяет производить дополнительный автоматический поиск каналов, то есть не затрагивая основной список каналов, создается поверхностный дополнительный список каналов, и эта функция очень полезна для тех, кто много перемещается по различным городам. Так что данная функция позволяет создавать быстрые временные дополнительные списки каналов. И данная функция более совершенная в сравнении с такими моделями, как 380, 310 и другие более устаревшие модели. И более подробно данную функцию покажем в отдельном видеоролике в сравнении с предыдущими версиями радиоприемников.
Функция быстрой настройки отталкивается от основного показателя времени и в зависимости от времени суток, из которых одни каналы могут быть доступны утром, в обед совсем другой список, и вечером, когда человек возвращается домой, то для этого создавать уже отдельный список радиостанций. И для выхода из этого режима нажимаем данную кнопку или любую кнопку из этих двух кнопок. В приемнике радиостанции можно сохранять и в ручном порядке. Для этого есть специальная кнопка Memory, память. Для примера можем выбирать частоту интересной радиостанции. Далее нажимаем кнопку Memory. И как видим, начинает мигать ячейка памяти, которую также можем выбирать с помощью валкодера, и для этого предусмотрено, как видим, до 100 ячеек памяти. И для сохранения этой радиостанции пусть будет ячейка 31. И чтобы сохранить результат, нажимаем кнопку выбора. И теперь, чтобы убедиться о том, что канал действительно сохранился в заданном ячейке памяти, для этого снова залезаем в список каналов, и здесь, как можем видеть, в 31 ячейке действительно радиостанция сохранилась. Но поскольку канал сохраняли не в порядке очереди, и для того, чтобы упорядочить на выключенном приемнике, будем проверять данную функцию. Ну и как могли заметить, пустая пропасть между ячейками уже отсутствует, и эта функция смогла даже упорядочить радиоканалы в правильной форме по порядку по возрастанию значения частоты. И как можете убедиться, радиостанция расположена в правильной последовательности возрастания частоты. А для тех, кому хочется создать сортировку, то есть удалять ненужные каналы, для этого сперва выбираем частоту, удерживаем нажатой кнопку выбора, появляется значение Delete, и данный канал стирается из этого списка. На выключенном радиоприемнике, удерживая нажатой снова данную кнопку, появляется индикация Delete All, то есть удаление всего. Возможно, имелось в виду сброс на заводские по умолчанию установки, но почему-то сохраняется и точное время, осталось и значение будильника, еще, как видим, остались и результаты, сохраненные поиска каналов, поэтому пока данная функция непонятно как работает, и неизвестно, что данная функция смогла стереть, но вопрос остается открытым для размышления в комментариях. Количество доступных ячеек памяти для сохранения радиостанции. Для этого диапазона предусмотрено уже 150 штук. Здесь уже смотрим тоже неплохое количество ячеек. Ну и для столь большого диапазона SV предусмотрено 300 ячеек памяти. Диапазон коротких волн также позволяет регулировать полосу ширины пропускания в коридоре от 2,5 до 9 кГц. Точно такие же параметры регулировки для средних и длинных волн. Для FM диапазона эта функция не работает. Теперь немного слушаем. Слово именин. 8000 лет назад вряд ли там так уж существенно отличались от современных, хотя, возможно, если бы... И это вообще, в общем-то, ни о чем не говорит. По большому счету, да, это не отменяет там все предыдущие премии. Указывают операторы кабельного телевидения, такой договор может заключаться на индивидуальных условиях, но редко это бывает больше 3 лет и редко меньше полугода-года. Как именно Дисней будет расторгать эти договоры, будет зависеть от их содержания. Значит ли это, что еще какое-то время программы и мультфильмы Диснея будут... Дерев, обеленных инеем. Печальное, но приятное зрелище, сия необыкновенная тишина
и в воздухе, и на земле. Чуть позже заглянем и в начинку прибора. Прежде хочется обсудить некоторые скрытые функции. К примеру, на выключенном приемнике, удерживая нажатой кнопку 8, можно задействовать секунды. А если удерживать нажатой кнопку Memory, память, то появляется вот такое значение. Кто о чем думает, пишите в комментариях. Еще и такое значение. Еще одна неизвестная для меня функция. При удержании нажатой кнопки 9 можно что-то включать, выключать таким же образом. А на включенном приемнике эта же кнопка, при удержании нажатой, видим, появляется возможность регулировать в диапазоне от 1 до 30 единиц. Пока непонятная функция. Изначально казалось это управление функцией Soft Mute, но похоже данной функции эти настройки никакого отношения не имеют. А если удерживать нажатой кнопку 7, то заходим в раздел настройки коэффициента усиления мощности. Регулировать можно в пределах от 30 до 60 единиц. То есть, если установить значение 30, то приемник на максимальной громкости будет изучать значительно тише, но и динамик в сложных сценах меньше подвергается к перегрузке. И для тех, кому дорог этот приемник, данный показатель лучше установить хотя бы на значениях 45-50 единиц. И еще одна интересная особенность, которую заметил: при выключении радиоприемника гаснет подсветка дисплея. Это несмотря на то, что задействована функция постоянного свечения. Можете видеть все, как работает. Это сделано все очень продуманно для максимальной энергоэффективности. Проконтролировать их. Но если нажать любую кнопку или покрутить хотя бы регуляторы, то, как видим, снова включается подсветка, и на этот раз уже будет гореть постоянно до полного разряда, либо до следующего включения-выключения. А если удерживать нажатой снова кнопку 8, то исчезают индикации секунды. Теперь будем проверять качество приема и на других частотных диапазонах. Теперь слушаем. Варварски разрушенная на самом пике своего расцвета. Для того, чтобы Provenza pro de cultura y heridajo y de sei Как видим, очень много разных каналов, всевозможных на большинство популярных языков мира. Чуть далее в ролике посмотрим и качество приема для средних и длинных волн. Теперь заглянем и в начинку прибора. Магнитный сердечник также остался хороших размеров. Качество сборки и компонентной базы смотрится значительно лучше, чем на старых моделях. Есть и соответствующая маркировка для любителей постоянно что-то переделывать. Ну и отличная ремонтопригодность. Из минусов можно найти местами неотмытые следы канифолии. Возможно, производителю не удается создать полностью автоматизацию из-за более сложной взаимосвязанной сборки, и часть основных узлов и сопрягаемых элементов, похоже, все еще собираются вручную. Увидел впервые в октябре, но судя по маркировке, рождение данной модели, как видим, апрель 22. Данный чип, если не ошибаюсь, ранее устанавливалась и на более старшую модель PL660
Это своего рода и операционный усилитель, и в зависимости от коммутации сигнала при подключении наушников приемник начинает работать в двухканальном с выходной мощностью 2 по 110 милливатт, и если приемник начинает играть только на основной динамик, тогда усилитель здесь переходит в режим в мостовой схемы включения и при этом создает приличную мощность в 330 милливатт, то есть это даже с хорошим запасом, учитывая технические параметры динамика. Ручка регулятора, видно, уже собирается на совсем других пресс-формах из двух деталей. Поменялась и конструкция посадки, но фиксация гораздо лучше, чем на более ранние модели радиоприемников. Прежде чем заглянем дальше вовнутрь, смотрим. Динамик имеет диффузор, специальное покрытие, пропитку, диаметр в пределах 57 мм. Динамик здесь очень хорошего качества, как на советских телевизорах. Отлично передает и голосовую речь, благодаря бумажному легкому диффузору. Хорошо передает даже мельчайшие детали. Но самое главное, здесь приемник настроен таким образом, чтобы услышать поразительный шум даже на самой тихой громкости. Это надо еще постараться. Клавиатура на приемнике также уязвимая часть, но здесь, как видим, установлены четырехконтактные микрокнопки. Это снова отличная быстрая ремонтопригодность. И данная сборка, похоже, снова позаимствована с 330 модели. Уплотнительная прокладка, в отличие от предыдущих моделей, здесь уже фиксация динамика происходит не просто на клей, а зажимают детали корпуса, и динамик очень плотно фиксируется. С переменным сопротивлением 8 Ом и мощность 0,25 Вт. Во избежание попадения мелких частиц видим защитные фильтры, сетки. Также можем наблюдать хорошую толщину текстолита. Для того, чтобы соединять данные узлы и чтобы отказаться от проводов, реализована более сложная компоновка и сопрягаемые детали. И чтобы сильно не расшатывать места контакта, то такой приемник без необходимости лучше не разбирать. Мне это кажется, или на самом деле это так, в приемнике очень низкий уровень шума, и благодаря отличному экранированию приемник хорошо защищен от паразитных наводок, помех и так далее. И при отсутствии достаточно длительного времени элемента питания или же заряда основной батарейки, и такая встроенная емкость позволяет сохранить, правильнее говоря, защитить от сброса настройки времени и параметров радиоприемника. Снизу расположен целый блок металлических SMD конденсаторов. В общем, в данной модели постарались убрать лишние провода, и этот приемник действительно, несмотря на то, что все-таки это приемники начального класса, в том числе и 330 модель, которая базируется на контроллере CI4735, 4734 или же 4732. А здесь разные требования по SSB. Возможно, контроллеры стоят 30 или 31 модификации. И те, кто все-таки решились распаять, будет полезно, если напишите точную модификацию контроллера. Теперь будем слушать и качество амплитудной модуляции. Еще одна особенность в приемнике: при подключении наушников на дисплее видим появляется индикатор стерео. В наушниках звук поступает на оба канала, и про точную конфигурацию стерео пока точно не смогу подсказать. Но звук поступает в оба динамика. И еще одна особенность: уровень регулировки громкости. Видим два полностью независимых режима. Отдельный для наушников и полностью независимая регулировка для встроенного динамика. И теперь слушаем средние волны. Szociális tüzelőanyag-program keretében a tőzifa több mint fele már eljutott az önkormányzatokhoz.
удар единству исламского мира. В эту эпоху процесс избрания халифов изменился и стал переходиться по наследству. Pentru evitarea accidentelor în ceea ce privește dulciurile. الحبوب وجواز أكلها وأنه لا يمكن. Уничтожены 2 боевые машины пехоты и 5 автомобилей. Также сообщается, что авиация и артиллерия России поразили. Обратиться к Богу от всего сердца, от всей души. Иметь учителя неплохо. Учителя очень важны. Несли пиршественные жертвы Господу. Интересно, что в первый раз царем... care se pot cumpăra de la Banca Transilvania, BCR, BRD și Alfa. Історії. Він знищував держави, які несли зло. Значит, очень высокое атмосферное давление, а на этот раз оно аномально высокое. Карьере. Якобы это и стало причиной, по которой BTS взяли паузу. До этого года группа BTS была... Теперь проверим и более точное потребление тока. Приемник действительно хороший, и если кто заметил, верхняя планка частоты в данном диапазоне упирается в 1620 кГц. Это для европейского охвата. А если в настройках поменяем значение на американскую, то теперь, как видим, уже потолок упирается 1710 кГц. То есть на все диапазоны в данном приемнике есть максимальный охват частотного диапазона. Не могу даже представить, насколько могли бы стать популярны эти модели радиоприемников, если смогли бы сюда установить два элемента питания стандарта 18650. Места здесь более чем достаточно, и прошлое поколение 310 модели даже на этих батарейках значительно выигрывает по автономности. Но для тех, кому все-таки критически важна автономность приемника, можно подумать про такой мощный накопитель с внушительной емкостью более 10 амперов, и такого заряда, думаю, хватит всем с головой. Все чаще в комментариях обсуждения про модель 808, либо про старый, но проверенный временем модель 660, так скажем, с нормальным двойным преобразованием, ну или еще более обновленная 680 модель. Можете писать, на какой из этих лучше делать следующее видео. И еще один такой приемник, как у вас на экране, SDR. Не знаю, стоит ли тратить на это время, пишите тоже, кому интересно. Теперь смотрим токи потребления. Для начала напряжение установим значение 3,7 вольт. Показания потребления тока будем выводить на высокоточный мультиметр. При первом подключении куда-то убегает ток, похоже, заливается какая-то емкость. Ток постепенно снижается, а на включенном приемнике видим достаточно хороший ток потребления, который на минимальной громкости не сильно опускается, меньше 30 мА, а на максимальной громкости видим редко переходит границу в 60 мА. Даже при максимальной громкости полного заряда хватит в пределах 10-15 часов, но это все потребление тока в FM диапазоне. На амплитудной модуляции ток потребления падает даже до 25 мА. На SV диапазоне ток уже даже на тихой громкости 50 мА, а на максимальной громкости ток уже переходит границу даже в 200 мА. И с таким током заряда хватит максимум 4-5 часов непрерывной работы. Поэтому применение таких элементов питания в этом приемнике просто необходимое решение.
Но даже так, эта модель мне больше нравится, чем 310 и даже чем 380, хотя в 310 модели есть еще такая отличная функция термометра, возможность проверять температуру, например, на прогулке. И теперь, кто хотел услышать разницу с более значительно дороже приемником, то слушаем. Соединить приятное с полезным. По латыни «utile cum dulci». Это фраза из сочинения римского поэта Квинта Горация Флакка. Полностью она звучит так. «Всякого одобрения достоин тот, кто соединил приятное с полезным». Есть, конечно, хорошая разница, особенно если сравнивать в музыкальном плане. У римского историка Полибия, который в одном из своих трудов писал, что можно из истории одновременно извлекать пользу и удовольствие. Книги делают нас умнее. Но в плане разговорной речи радиоприемник хоть и маленький, но очень убедительное и выразительное звучание, которое не уступает большинству радиоприемников, и такой воздушный динамик куда легче размахивать, и поэтому передачу речи, голос, вздох и другие моменты, особенно на очень тихой громкости, не хуже передает, чем большие радиоприемники. При удержании нажатой кнопки 5 появляется возможность регулировать параметры антенны и с вторым регулятором управлять соотношением сигнала и шума. Это, возможно, какое-то ограничение в автоматическом поиске каналов. Кто как думает, можете писать в комментариях. Всем добра и до новых встреч!